Всем привет! В этом видео приготовим массу для лепки цветов. Готовится очень просто, быстро и удобно в работе. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобится порошок СМС, кукурузный крахмал, обычная вода, глюкозный сироп и кокосовое масло. Если у вас нету кокосовое масло, вы можете использовать обычное растительное масло. В горячую воду добавляем глюкозный сироп, перемешиваем. Между собой соединяем кукурузный крахмал и порошок СМС. Потом соединяем жидкую смесь и сухую смесь. Вначале перемешиваем лопаткой, потом одеваю перчатку, так как эта масса очень липкая. Замешиваю массу руками. Если вы возьмете голыми руками, то эта масса прилипнет и замесить не получится, поэтому обязательно одевайте перчатки. Если добавите там кукурузный крахмал или порошок СМС немного меньше, ничего страшного. В дальнейшем при замесе этой массы мы можем добавить кукурузного крахмала столько, сколько нам понадобится, чтобы масса не прилипала и становилась эластичная, мягкая. Замешивать надо некоторое время. В процессе замешивания добавляем постепенно кокосовое масло. Вначале она если растягивать, еще рвется, нам надо, чтобы она образовалась эластичная и тянулась. Потом заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник до 2-го дня. На 2-й день достаем эту мастику. Она постояла, стабилизировалась, но все равно, если брать голыми руками, она будет липнуть. Вот такая эластичная должна быть эта масса. Мы ее тянем, и она сразу не рвется. Берем кусочек мастику, остальное заворачиваем в пищевую пленку, чтобы не высыхало. Руки смазываю кокосовым маслом, чтобы масса не прилипала к рукам. Раскатываю на силиконовом коврике, чтобы раскатать очень тонко, прозрачно. Сверху кладу пергамент. Можно класть и силиконовый коврик или пищевую пленку, чтобы не прилипала вот эта масса к скалке. Вот видите, как она прилипает? Очень-очень липкая. В то же время к пергаменту, к силиконовому коврику она не прилипает. Раскатали и выдавливаем нужного размера кружки. Если у вас есть специальные вырубки для цветов, используйте их. Только раскатанная эта мастика очень нежная, эластичная, тянется и довольно липкая. Если у вас есть вайнеры для цветов, при помощи вайнера сделаем отпечаток цветка на лепестках. Но если нету вайнера, ничего страшного. Так, подготавливаем все лепестки. С этой массой удобно работать так, что мы вначале выдавливаем с вырубками нужное количество лепестков разного размера. Ставим на коврик. С помощью вайнера придаем рельеф. Потом
Окрашиваем лепестки кисточкой и ставим сушиться. Примерно через 10-15 минут они уже будут снаружи менее липкие и в то же время будут оставаться очень эластичные, нежные. Окрашиваю я в два цвета. Нежный оранжевый я окрашиваю 2/3 лепестка снизу и нежно-розовый 1/3 лепестка сверху. Конечно, окрашивать можно любыми способами. Можно сразу окрасить мастику. Но если окрашивать вот с кисточкой в два цвета, то в итоге наши розы будут выглядеть очень красиво и интересно. Более похожие на настоящие, так как у них будет переход цвета. Ставим полусферы, чтобы лепестки немного подсушились. Проходит примерно 10 минут. Лепесток остается эластичный, но он уже так не липнет. Делаем основу, на которой будем лепить лепестки. Нам надо сделать вот такой конусообразный . Этот конус ставим на палочку, чтобы потом было удобно прикладывать лепестки. Берем лепестки маленького размера. Первый слой мы делаем из 2 лепестков. Кисточкой промазываем обычной водой. Если надо сделать более тонкие края, то с руками немного подсохшие лепестки мы можем вот так подтягивать и утоншать края лепесткам. Берем 2 лепестка и одному лепестку край пододвигаем под второй, тот идет сверху, а второй край идет снизу второго лепестка. Таким образом мы наносим 2 слоя, 2 ряда с 2 лепестками. Но если я предыдущие лепестки полностью приклеила к конусу, то этот ряд я немного открою, чтобы лепестки немного были раскрытые. Согинаем с помощью такой палочки края этим лепесткам. И у нас выходит, как бы роза начинает открываться. Если не окрасили лепестки, мы можем это сделать в процессе. Окрашивается очень хорошо, пока мастика влажная, эластичная, с кисточкой сухие красители наносится очень хорошо. Прикладываем следующий ряд, уже лепестки немного большего размера.
кисточкой наношу воду. Не бойтесь, если нанесли немного больше воды, эти лепестки не тают, если будет слишком много влаги. В этот ряд я уже наношу 3 лепестка. И также само немного приоткрываю каждому лепестку вот этот край. Эта масса очень удобна в работе. Она не тает, как обычная цветочная мастика, если нанесли слишком много воды. Она не сохнет очень быстро. Мы еще примерно 2 часа сможем очень хорошо согинать лепестки, придавать нужный вид цветку. Я нанесла 2 ряда с 2 лепестками, потом 2 ряда с 3 лепестками. Каждый следующий слой лепестки по размеру больше предыдущих. Чем больше слоя мы наносим, тем пышнее цветок получится. Мы можем наносить каждый ряд по 3 слоя, и будет пышная открытая роза. Чем больше мы уделяем внимание вот таким мелочам, тем естественный, реалистичный цветок получается. Я работала с разными видами мастиками, и самодельными, и покупными. Эта мастика очень удобна в работе, если сравнить с другими. 2-4 часа цветок остается эластичный, мягкий. Мы можем потом еще, где надо, что-то переделать, если не понравится в итоге. 3 цветка я сделала за примерно полчаса, очень быстро, не заморачиваясь. Как и любая цветочная мастика, и цветы, поделки из этой массы, они в конце становятся твердые. И в итоге, конечно, не особо можно сказать, что это очень вкусное что-то. В целом это декор, это съедобный декор, но в то же время это не думано для того, чтобы его скушать. Когда эта масса полностью высохла, стала твердая, она по вкусу напоминает неприготовленную лапшу. Как есть рисовая лапша, вот что-то похоже по вкусу. В целом не то, что очень вкусно, но для декора очень удобная в работе. Но я считаю, ни одни цветы из мастики, которые в итоге у нас высыхают, становятся твердые, не думаны для того, чтобы их кушать. Конечно, если детям интересно и нравится, они могут попробовать, так как это съедобно. Но в целом то, что у них, у конкретно этих цветов нету особого вкуса, это ничего страшного. То же самое, как и мы делаем паруса из рисовой бумаги. Они тоже по вкусу нейтральные, твердые, их никто не кушает. Но мы их используем, так как они красиво выглядят, эффектный декор получается. И это не значит, что все, что на торте находится, обязательно надо съесть. Так как этой массе не хватило сладости, вкуса, я немного поработаю над этим рецептом, немного изменю, попробую, что получится. Так как в работе мне понравилось, как эта масса себя ведет, очень тонко можно раскатать лепестки для цветов, для новичков. Кто не умеет работать особо с цветами, эта масса очень хорошо подходит. Пока мы делаем одну розу, лепестки для следующей розы уже сушатся. Розу закончили, берем следующую, и так очень быстро создаются цветы. Из этой мастики можно делать разные декоры, элементы. К примеру, показываю. Беру вот этот коврик для кружева, раскатываю на нем эту массу, распределяю и потом спатулой пластмассовой прохожусь, распределяю, чтобы получились как кружева. Конечно, целые кружева сделать сложно, но можно. Тогда надо немного больше повозиться. Масса липкая, поэтому ее можно распределять как надо. Надо потом
подержать примерно 10-15 минут, чтобы она немного подсохла. И только потом мы можем доставать из коврика. Вот такая эластичная эта масса после примерно 10 минут. Очень хорошо отходит от коврика без проблем. Чтобы полностью высушить, нам надо поставить, к примеру, на такое кольцо и оставить на 10 часов. Так же само можно делать разные элементы с помощью силиконовых ковриков. В целом очень удобная масса для различных декоров. Эти лепестки у меня простояли 24 часа, они полностью высохли. Становятся вот такие хрупкие. Чем тоньше эта масса, тем быстрее она высыхает. Эта поделка. Кружева тоже полностью высушила. Держала до 2-го дня. И она вот такая твердая, высушенная. Так как она очень тонкая, она очень хрупкая. Поэтому имейте в виду, если делаете очень тонкие элементы, то эта масса будет хрупкая. Эта роза уже простояла 2 часа, и в то же время она еще эластичная. Мы можем согинать лепестки, и они не ломаются. Подготовленную вот эту массу мы заворачиваем в пищевую пленку и храним в холодильнике. Как долго ее можно хранить, я пока вам не скажу, но у меня она неделю лежала, и с ней ничего не случилось. Но в идеале, если мы ее готовим пару дней до того, как нам надо использовать, я вообще не люблю хранить такие изделия. Готовлю тогда, когда мне их надо использовать. А если хотим дольше хранить, то, конечно, можно и завернуть в пищевую пленку и поставить в морозилку. И потом достаем, размораживаем, разминаем и используем. Когда розы немного подсохли, я нанесла вот такие капельки из декор геля. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!